Попал под огонь, беги сразу, все, черт с ней, с этой буханкой, с этой бурбухайкой, с этим мотоциклом. Здесь постоянно пересекается ирония, юмор, смех, там, да, так сказать, люди смотрят, на чем-то едут. Да и хорошо, что на этом едут, потому что не стоит ни копейки. Медленнее них, военных бюрократов, только церковная бюрократия. Поэтому Путин воспринимает любого американского президента как противника в этой деле, а не как партнера, который вроде там с тобой переговоры ведет, нейтральный человек. Никакой не нейтральный. То есть газ, он был заложником. Заложника нет, можно бомбить. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, это журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Спасибо, что смотрите нас. Поставьте лайк этому видео, если вам не сложно. Подпишитесь на канал. Здравствуйте. Я тоже рад вас приветствовать. События на этой прошедшей неделе развивались приблизительно в том же векторе. И в связи с этим, отталкиваясь от событий на фронте, в той части, где мы популяризуем военную теорию, мы рассмотрим, что такое бой в окружении и что такое контрудар. Но постараемся связать это обязательно с текущими событиями, чтобы всем было понятно. Текущие события таковы, что российские военные заняли сразу несколько населенных пунктов в Запорожской области. Это в первую очередь Успеновка, а также несколько населенных пунктов в ее окрестностях. Это Новоуспеновская, Рыбная, Новая и Сладкая. В Днепропетровской области взят под контроль населенный пункт Волчье, а в ДНР населенный пункт Гнатовка. Также на этой неделе в рамках отчетов своих Минобороны объявила, что российские военные, в частности штурмовые отряды 6-й армии, полностью взяли под контроль восточную часть Купянска. Мы хотим напомнить всем вам, что все, что касается крупных городов, и в какой пропорции там они заняты, и в какой пропорции оставлены, мы все-таки просто оглашаем официальную позицию Министерства обороны. Потому что все мы помним, что 2 месяца назад глава Генштаба доложил Путину, что Купянск наполовину захвачен. Да? А теперь мы читаем новость о том, что вторая половина вроде как занято. И помним, что в прошлом выпуске мы говорили о выступлении военного российского с позывным «Лаврик», который говорил о том, что через неделю Купянск будет взят. Это просто материал Минобороны, пресс-материал, который они публиковали как частное мнение о том, что будет. Поэтому, понятно, и ты, собственно говоря, и пояснил, что это просто человек, находящийся на позициях, который видит, как ему это видится. Да, и нельзя, и не учитывайте мнение украинского верховного главнокомандующего. То есть Зеленский тоже пообещал Купянск взять, освободить. Поэтому все, что касается крупных городов таких, все-таки здесь надо быть осторожным. Что касается небольших населенных пунктов, которые ты перечислил, конечно, по-прежнему наибольшее количество их относится к полосе наступления 5-й армии, которая входит в группировку войск Восток, вообще в группировку войск Восток, которая находится в непрерывном продвижении. Сейчас мы про нее скажем сразу, чтобы потом уже не возвращаться. Обычно мы начинаем с самых главных событий, но здесь... это тоже важное событие. Потому что они, у них самое активное наступление, которое встречает наименьшее количество сопротивления группировки. Да, и когда потом асинтеры, так называемые, начнут считать количество занятой площади через месяц, выяснится, что в октябре как раз эту группировку больше всех заняла. После форсирования реки Янчур, да. То населенный пункт, даже, в общем-то, поселок городского типа, я бы его назвал, который ты назвал, Успеновка. Это очень серьезный форпост. Украинской армии был на пути российской армии, она его преодолела, и сама Успеновка, она стоит с военной точки зрения сразу нескольких населенных пунктов, потому что все остальные, которые ты называешь, это небольшие села, деревушки вокруг Успеновки, которые являются единым комплексом обороны, единым таким... не комплексом, а прям укрепрайоном, лучше так сказать. Кстати говоря, напомним, чем село отличается от деревни?
В селе есть церковь, кажется? Да. Село – это деревня, в которой стоит церковь. Важный момент. Но мы сейчас излагаем точку зрения наших предков в XIX веке. А ПГТ чем отличается? ПГТ – это советское изобретение, поселок городского типа от 10 тысяч и больше. То есть, если меньше 10 тысяч, это уже может быть село. И, кстати говоря, об обозначениях. Вот очень полезно знать, в полосе наступления группировки «Восток» действует несколько армий, там 3 армии. Любой, кто захочет составить представление о численности войск, отталкиваясь именно от названия армия, дивизия, там, корпус, да, так далее, если он попытается это сделать, он немедленно впадет в серьезное, так сказать, заблуждение. Там есть армии, которые представлены 2 бригадами. В российской армии есть армии, которые представлены 4 бригадами, и все. И больше ничего. То есть, это армия, которая действует, представлена на фронте, вот на своем участке, только 2 какими-то соединениями. Ну, какая это армия, по большому счету, сам понимаешь, да? Вот. Поэтому нельзя на это смотреть: армия, дивизия и так далее. Лучше иметь представление вообще о численности войск вот на этом участке каком-то, который тебя конкретно интересует. Это самый правильный подход. Поскольку об этом мы сказали, самая важная часть – это то, что сейчас группировка войск «Восток» заходит уже в тыл фактически украинской армии, о чем мы уже давно предупреждали, да, что так будет, в районе Гуляйполя. Это первый крупный населенный пункт, районный центр Запорожской области, который представляет все, прям оборудованный тоже укрепрайон, но фактически он попадет в тоже оперативное окружение, если это случится. А это, скорее всего, случится вот в ближайшее время. Если ничего не изменится, если она будет продвигаться с такими же темпами по 10 километров за неделю, то, да, 8 километров за неделю. То вот так оно и случится. И это перспектива ближайшей недели. Что касается главной темы, естественно, все понимают, что все события развиваются в районе Покровска, бывшего Добропольского выступа. И я сразу скажу, что это одно и то же. То есть, это 2 участка одного единого сражения, которое ведется по единому замыслу, рассматривается генеральными штабами обеих сторон как неразрывное в своей связи. Это стало таким или да, изначально? Да. Нет, стало таким. Потому что изначально все-таки прорыв-то был как отдельное какое-то. Да, а сейчас это стало таким, потому что украинское командование решило через вот этот бывший выступ, через Родинское и так далее, прорубить коридор для освобождения, ну, для коридора для выхода или для завода туда резервов каких-то, да, в Мирноград. Что бы ни говорили украинские официальные лица, да, они отрицают само слово окружение. Упорно отрицает, и все время вот, и Сырский подчеркивает, это не окружение. Хорошо, это оперативное окружение. Это окружение с очень плотным контролем вот этого отрезка выхода. Мы не будем, конечно, говорить о том, что это прям непроходимая, так сказать, зона, потому что видели и демонстрировали нашим зрителям видео выхода украинских бойцов через этот узенький такой прогал. И знаем, что высадился там и вертолет неподалеку, да, с десантом ГУР. То есть, это все-таки возможность завести войска в Мирноград дополнительные на усиление у ВСУ еще пока есть. И все-таки это очень плотное оперативное окружение. Поэтому говорить будем сейчас об этой группировке как об окруженной группировке. Все-таки, несмотря ни на что. И на этой неделе мы узнали, что вот эта высадка Черного Ястреба, 11 человек, это все-таки была совместная операция. В ней участвовал полк Скеля, то есть Скала, штурмовой полк, это личный полк Сырского, прям скажем, из его войск, рода войск, который он только что образовал, штурмовые войска, и так далее. Это что очень хвалит его Сырский, что хорошо себя показывает, что это такая большая совместная операция. Ну, даже в рамках этой совместной операции, честно скажу, 11 человек на фоне полка, ну, ни о чем. Но, тем не менее, вот такое дополнение нам поступило. Для сведения просто. Окруженная украинская группировка сосредоточена по большей части в Мирнограде. В Покровске уже там мало чего осталось от войск. Она не порождает на этой неделе такого количества новостных поводов,
об этом меньше гораздо говорят, что же там происходит, да? Потому что идет постоянная работа, такая малозаметная, по понижению боевого потенциала группировки. Разыскиваются склады, разыскиваются, значит, какая-то техника, которая уничтожается, склады взрываются и так далее. Недавно там 2 склада было взорвано прям, и даже видео зафиксировано это. Значит, чтобы как можно меньше боеприпасов осталось у окруженных, они снабжаются, без сомнения, так сказать, еще по воздуху беспилотниками тоже. Но вот это как раз тот случай, когда уже беспилотники дело не спасают. Потому что группировка крупная, бойцов много. Беспилотники, снабжающие беспилотниками, да. про Бабу Ягу. Да. Они как бы не справляются. Тут уже серьезный транспорт нужен. Вот. И поскольку я говорил вот в прошлый раз, что с южной части этого мешка практически у ВСУ отсутствует эта килл-зона, то есть там свободно достаточно проходит российская армия. Ну и следствием этого стало знаменитое видео, когда в тумане, используя, так сказать, преимущество скрытности, какая-то часть российская, в составе там примерно 40-50 человек, я посчитал. Но судя по видео только. Да, судя по видео. На самом деле это была, скорее всего, непрерывная река, так сказать, то есть люди заходили спокойно и смотрели, что между ними были достаточно, относительно небольшие промежутки. Они двигались явно по плану занимать те места, которые им командование там нарисовало внутри Покровска. Ну, там, вот что примечательно на этом видео, как раз ровно вот то, что ты всегда говоришь. Это мотоциклы, это маленькие машины, это вот все то, что военные, которые используют в первую очередь мобильность при своем продвижении. То есть, действительно, все методы ведения войны за эти годы, существенно поменялись. И вот это видео, на демонстрация того, как по-другому все это выглядит. Это уже не какие-нибудь там большие грузовики, танки, БТРы, которые входят. А это вот... хотя бы грузовики армейские, да. Вот как ты думаешь, какое основное свойство этого транспорта, которое мы на этом видео увидели? Главное свойство. Мобильность. Нет. Ловко. Но мобильность в смысле рассредоточения. Ну да, я про это. Рассредоточение. Но есть еще одно свойство, важнейшее. Оно может быть важнее всего. Одноразовость. Дешевизна. Так бросил и убежал. Основная вообще характеристика СВО – это очень дешевые средства ведения войны. Вот все эти средства передвижения, и главное свойство – бросил и забыл. Попал под огонь, беги сразу, все, черт с ней, с этой буханкой, с этой бурбухайкой, с этим мотоциклом. Конечно. Все сгорает мгновенно, какие гигантские потоки техники поглощает фронт. А если ты будешь ездить на Хамве, который... в первую очередь, ты думаешь, когда в Ирак они въезжали... надолго тебя не хватит. Потому что там 1500 Хамве поставили украинцам, через 2 недели от этих 1500 вот в таких боях не останется ничего. Вот. Поэтому это все машины, которые на вторичном рынке покупаются незадорого совсем, так сказать, эти буханки списанные какие-то. Их задача там довести, небольшая какая-то дистанция бойцов, и все. Вот это важнейшая часть, которую надо понимать. Надо просто здесь постоянно пересекается ирония, юмор, смех, так сказать, люди смотрят, на чем-то едут. Да и хорошо, что на этом едут, потому что не стоит ни копейки. Вот. Значит, главное свойство нынешнего периода – это планомерное нанесение ударов по группировке, окруженной, с тем, чтобы снизить его боеспособность. И здесь очень важно, что украинские войска находятся в относительной безопасности, именно находясь в окружении. То есть они находятся на оборудованных позициях, либо в каких-то, так сказать, каком-то жилье, которое они присмотрели как подходящее для позиции, да? Там гораздо более защищены они. Но как только поступит приказ, если поступит приказ на выход, они выйдут на улицу, начнется немедленное нанесение, массированное нанесение ударов. И потери возрастут кратно. То есть, пока сидишь по подвалам, ты чувствуешь себя в большей безопасности. Как только все на улицу,
Все, это кончится очень плохо. И они сами это понимают отлично. Вполне возможно, что просто даже и командование Украины и не хочет организованный отход производить, просто потому что не может сделать его безопасным. Вот. Почему, собственно, и пытаются прорубить вот этот коридор со стороны Родинского, об этом мы еще поговорим обязательно попозже. Вот это главное его свойство. Вторая часть этого, вторая важная деталь, это ситуация в том, что это все создано, не то чтобы по воле российского командования, но это план российского командования, который на самом деле навязан. То есть не так сложились обстоятельства, это просто так вот буквально к этому и вели. Очень важно, что как только будет команда на отход, придется бросить всю тяжелую технику. Она не выйдет никак, ни по коридору, прорубленному коридору, не имеющему ничего. Все это надо как бежать. Да, как в Курской области оставили в большей части технику на территории Курской области. Здесь ее всю придется оставить. И вместе с тем даже значительную часть топлива и боеприпасов, которые на себе ты утащить не можешь. В прошлом выпуске было видео, на котором запечатлено, как украинские военные покидают Покровск, какое-то соединение, и они идут через лесок организованной колонны, довольно плотной. Да, это важная деталь. Между бойцами совсем небольшие промежутки. Там есть даже места, где один другого может по плечу похлопать. В общем, это в условиях нанесения, предположим, там, удара кассетным боеприпасом, смерти подобно. Большое количество людей сразу от одного попадания погибнут. Вот, поэтому, конечно же, да и FPV-дрон, если подлетает, у него там море разливанное, цели выбирай на здоровье, да? Вот, поэтому, конечно же, вот в такой ситуации больше должны быть промежутки между людьми, но вот само отступление – это тактический прием. Он написан в учебниках, он изучен, его, что называется, кровью прописан многократно, так сказать. Тактика, стратегия отступления. Да, военные через это проходили, знают. И там есть очень важный момент. Это сложный тактический прием, непростой совсем. И очень много зависит от психологии человека, потому что в момент отступления человек стремится, но он чувствует спасение скорое. Вот я отступаю, вот я скоро... Не оглядываться назад, да. Бежать. Да, и отступление легко переходит в бегство. Между ними зачастую не бывает вот этого промежутка, понимаешь? Даже не всегда можно характеризовать это отступление организованное или это бегство. И вот в этот момент заставить бойцов, они думают только о своем спасении. Каждый о себе. Нарушают правила, сбиваются в кучу. И заставить их держать большие дистанции трудно. Это должен быть очень профессиональный, квалифицированный командир. Очень высокими волевыми качествами должны обладать сами бойцы. Вот. И они, наоборот, будут обгонять друг друга. Кто вперед, понимаешь? Вот на этом видео я считаю, что мы вот как раз вот то самое и увидели. Люди шли навстречу жизни, свободе, и поневоле они начинали торопиться и сокращать дистанцию. Вот. И есть такой военный прием, устойчивое выражение, да, словосочетание, ворваться в расположение противника на плечах отступающего противника, да? Ворваться в город на плечах противника, например. Ворваться во вторую линию обороны, это в траншеи, на плечах противника. Это как раз означает, что... Это преследование. Да, преследование, когда противник не может оторваться от тебя. Ему надо оторваться, остановиться, оборудовать новую линию обороны, или занять рубеж обороны, в конце концов. Распределить сектора обстрела, доложить командованию наверх, что я здесь, все, я лежу. Как минимум, люди, которые должны будут сказать, уходите, я их задержу. Да, арьергардные бои надо выставить, какое-то подразделение, которое, может быть, погибнет. Вот, кстати, Багратион, знаменитый генерал грузинский на русской службе, он же возглавлял арьергард, когда, так сказать, у него первое ранение было.
это такой тяжелый вид боя, арьергардного, да, в выступлении. Но ты даешь возможность всем остальным войскам отойти и занять следующий рубеж обороны. И вот этого всего не получается. Противник не успевает от тебя оторваться, ты его догоняешь и догоняешь. 40 преследование. Да, 40 преследование без отрыва. То есть 41 год... Какое еще может быть преследование? Преследование остановленное с отрывом. То есть 41 год, лето 41 года немцы, вермахт, просто на плечах Красной Армии проходили десятки километров. Это такое большое, так сказать, преимущество дает их. И это умение, на самом деле, военное, да, генерального штаба и полевых генералов. Короче говоря, в коротком совсем промежутке, вот, тактическом, это может выглядеть даже вот так, что одновременно бегут украинские военные и российские военные вперемешку в одну сторону. Это на плечах противника. Значит, украинские военные не обращают уже внимания, а у российских военных стоит задача как можно дальше пройти, не надо отвлекаться на бой. Надо просто идти вперед, и все. Вот. И в этот момент операторы дронов украинских, они не будут понимать даже, что кого... Знаки отличия должны быть. Должны быть, но вперемешку очень трудно атаковать в этот момент. Они будут парализованы. И сразу надо здесь добавить, что за всю историю СВО российское командование ни одного разу не показало, что оно так умеет. Вот то, что сейчас происходит с группировкой войск «Восток», как она движется, не давая украинцам закрепиться на новом рубеже, переходит в следующий. Они отходят, пробуют, а она им не дает. Вот это очень похоже на движение на плечах противника. Поскольку сейчас есть как минимум 2 окружения, а какие там сейчас потери? Какое соотношение потерь сторон? Как это вообще известно ли? Ну, теоретически так это выглядит. Потери в окружении у окруженной стороны растут быстро, прям катастрофически, и намного больше, чем у тех, кто окружает ее со стороны. Во-первых, окруженная сторона заперта на относительно большом плацдарме. Она не может маневрировать, уходить из-под огня. Ну, может, но гораздо более ограничена вот в этой части своей. Во-вторых, есть психологический закон. Как только часть, дивизия, армия попала в окружение, и командиры, и бойцы с этого же момента начинают экономить боеприпасы. Они готовятся к последнему решающему рывку. Или к выходу из окружения, или к какому-то последнему бою, да, или встречать группу прорыва, которая к ним навстречу идет, чтобы их вывести. Они экономят боеприпасы на критический случай, на последний. И это очень сказывается сразу на сопротивлении. Они ограничены в получении боеприпасов, хотя дронами их снабжают, тем не менее, начинается, человек подспудно начинает откладывать в сторону, так сказать. Это очень важно. И это касается не только боеприпасов, но и там, других видов снабжения, еды, там, все остальное, да, чтобы протянуть подольше. Это первое. Второе, конечно, теряется техника, ее сложнее просто маскировать даже. И очень важный момент. Окружение, оно всегда, и его окруженные группировки противник старается расчленить на части. Потому что расчлененная часть, она вот пополам разрезала, значит, у половины в 2 раза меньше потенциал. Все, военный. Это однозначно. И так оно и было и в этот раз. То есть Покровск и Мирноград был единым укрепрайоном. Единым. Покровск отрезали. Сейчас между Южным и Северным Мирноградом существует перемычка, небольшая совсем, вот, из домов. И как раз там были этот огневой налет недавно показывали. Сейчас пытаются ее перерезать пополам. То есть Мирноград разделить на 2 части. Северный Мирноград и Южный Мирноград. В Южном сражается весьма такая именитая 25-я бригада десантная вооруженных сил Украины. Разделить на 2 части. Тогда уже в 4 раза будет меньше у группировки сил. И так далее. Вот это разрезание окруженной группировки, это та часть операции, которую в ближайшее время мы увидим. Конечно, положение окруженных, понятно, неизмеримо хуже, и раненых некуда доставлять. То есть смертность выше намного по всем параметрам. В общем, в принципе, окружение самый тяжелый вид боевых действий, известный вообще, в принципе, военным.
помимо того, что существует окружение, осады, Украина также предпринимает свои какие-то действия для того, чтобы эти окружения пробить. Контрудары, так называемые. И в Купянске, и в Доброполье, в районе Доброполья, через Родинское. Какие основные ее характеристики такого? Вот самого действия этого контрудара. Ну, смотри, действительно, вооруженные силы Украины в этой связанной серии военных действий, да, такой череде отступлений, контрнаступлений, отступлений, которые связывают все войска сразу, прямо от Покровска до этого бывшего Добропольского выступа. Ну, ты говоришь, бывшего, он до сих пор есть. Основание его осталось, да. Основание его осталось. Все это вместе, да, завязано. Вот на севере готовится группировка, так же, как у Гришина, готовится группировка для какого-то действия, может быть, прорыва, мы не знаем. Но на севере прям конкретно развернулись контрнаступления украинские по нескольким направлениям сразу, в том числе на те населенные пункты, которые российское командование совсем недавно заняло. Вот. У них есть тактические успехи. Российское командование отвело часть войск, так сказать, потому что, видимо, там создано преимущество украинской армии в этих местах. Их несколько, вот этих вот вклинений. И тоже есть ситуация слоеного пирога, когда уже войска немножко перемешались там. Но в общем, это контрнаступление с главным таким направлением на Родинское. И через Родинское прорубить, это такое мое предположение, делается попытка прорубить просто большой коридор на Мирноград для освобождения Мирнограда. Не освобождения, а именно вот деблокады. Да, деблокады. Что касается вот чистой теории, здесь мы ее посмотрим на примере конкретно вот украинского контрнаступления. Есть определенный набор правил, которые ты должен, если ты командующий, выполнить обязательно. А если ими пренебрежешь, то ничего не получится, и просто бездарно потеряешь свою армию. Просто погибнут, твои войска погибнут, и все. Значит, в контрнаступлении, в контрударе. Вот линия фронта. Вот ты, вот я. Я наношу контрудар. Для того, чтобы остановить твое наступление. Все, я остановился на линии фронта, я восстановил позиции по линии разграничения. Это контрудар. Если я перешел через линию фронта и развиваю наступление дальше, это контрнаступление. Разница между контрударом и контрнаступлением до утраченных позиций и после утраченных позиций. Все. Значит, у украинцев, кстати говоря, главное требование командования всегда, если войска отступают, восстановить утраченные позиции. То есть разговор о контрударе, а не о контрнаступлении. Контрнаступление планировалось в 2023 году летом. Дальше оно не дало результатов. Вот, значит, необходимо остановить противника. Обязательно. Украинцы это сделали. После того, как он остановился, необходимо нанести ему огневое поражение на всю глубину будущего прорыва. То есть, всеми видами артиллерии, там, РСЗО, авиации, вот все, что у тебя есть, ну, естественно, дроны в первую очередь. Все, что есть, уничтожай все, что видишь, дальше в глубину. Не по фронту, а прямо вот в глубину. Дальше. После того, как это произошло, так сказать, ты должен еще и сосредоточить на этом участке кратно превосходящие силы и средства, то есть намного больше, чем у противников. И очень важный момент, ты должен создать резерв. Разумным резервом для армии считается 10-30% от группировки на участке. Вот они у тебя готовы, свежие, не уставшие, не потрепанные, не страшные, готовы для контрнаступления. Никогда контрнаступление не наносится войсками, которые прямо на линии фронта стоят, уставшими, изможденными, которые, так сказать, их нельзя поднимать в контратаку. Из-за их спины выдвигается резерв, тот самый уже, и идет в контрнаступление. Понимаешь? Вот так это должно быть, по крайней мере, теория. Тогда ты можешь рассчитывать на настоящий вот мощный удар
ударным кулаком, да, прорыв обороны противника и выход на его там вторую линию обороны. Вот это вот настоящий контрудар. Украинцы, в принципе, сейчас демонстрируют контрудары, не контрнаступления, все-таки, и имеют очевидное совершенно, да, тактическое продвижение. И есть еще один вид резерва, это последний резерв на крайний случай, и с ним никогда стараются не расставаться. Это вот на пределе уже он используется, если вдруг противник прорвался, если твоя разведка донесла, что противник готовит контрудар, ты сдерживаешь ее, отступаешь, пятишься, резерв не трогай. Вот этот свой, последний, который навстречу контрудару противника должен развиваться. Это на случай такого катастрофического прорыва. В советской теории назывался там противотанковый резерв вместе с мобильной инженерной группой. Они вместе работали всегда. Конечно, танки тогда были самым важным. Они были средством прорыва. Они были средством прорыва, поэтому противотанковый резерв. Конечно, сейчас не противотанковый резерв, но последний резерв остановить прорыв, он также остался. Разные могут быть способы, но вот этот резерв его трогать нельзя. Есть и стратегический резерв. Были времена, когда у вооруженных сил Украины в стратегическом резерве выведены были под дюжину бригад. И хорошей комплектации, на самом деле. Сейчас последний, как я знаю, последний корпус резервный находится под Киевом у Сырского. Он его не трогает. На случай вот таких вот событий катастрофических. Все остальные задействованы. Да. Не хватает. Поэтому он не может помочь войскам, которые отступают на юге, в зоне наступления группировки войск «Восток», с которым мы начали наш разговор. Да? Сырский, у него сил нет на два фронта одновременно. Это вот уже начинается непрерывная череда тактических кризисов, о которых я говорю, как частота тактического кризиса, как способ измерить состояние потенциала военного противника. Учащается, без сомнений. То есть, это как по экспоненте. Экспонент это совсем уж вот так. Нет, я думаю, что это арифметическая зависимость. Это все-таки такая линия вверх, поднимающаяся. Случилось то, чего многие ждали, то, о чем ты периодически напоминал, когда говорил, что вот, беспилотные войска должны создать до конца третьего квартала. По крайней мере, так обещали. Да. С небольшим опозданием в месяц. 1,5 месяца. Примерно, да. Объявили о том, что эти войска беспилотных систем все-таки созданы. Известно имя заместителя начальника этих войск Сергей Иштуганов. Имя начальника войск пока еще держится либо в тайне, либо он еще не назначен. Непонятно, по крайней мере, на момент записи неизвестно, кто этот род войск возглавил. Во-первых, опоздание на 1,5 месяца при такой административной работе для нашей военной бюрократии это прямо реактивная скорость. На самом деле настолько в армии делают все, когда такие фундаментальные вопросы стоят не спеша, что быстрее, медленнее них, военных бюрократов, только церковная бюрократия. Поэтому я не склонен иронизировать над этой задержкой. Понятно, к какой фундаментальной задаче приступали. Во-первых, это невиданный совершенно род войск, который раньше ни у кого не было. Вот украинцы с форой 1,5 года уже создали такой род войск у себя. Российская армия сильно запоздала, но при этом она по-другому это делает. И если сравнивать с украинским опытом, сразу скажу, что там была сделана ставка на масштабирование, то есть быстро увеличить количество операторов FPV-дронов в составе войск и внедрить военное управление, так же, как в каждом там роде войске есть там свои кадры, свои кадровики свои, значит, снабженцы и так далее. Вся структура, вот эта иерархия, да, вот это создать и начать масштабировать, чтобы как можно просто больше было этого и обобщать опыт. Да, боевого применения, потому что беспилотники – это такая штука, в которой тактика меняется чуть ли не каждый месяц. Да, по крайней мере, детали боевого применения могут измениться. И это надо все осмысливать. И все.
На этом они точку поставили, и все остальное, что должно сопутствовать созданию рода войск, они просто похерили. Может быть, этот вот Брауди, который, Мадер, да, который возглавляет украинские войска беспилотных систем, может быть, сказалось то, что у него нет фундаментального военного образования. Он не военный вообще. Может быть, еще что-то. Но он пошел по-простому, как бизнесмен. Так, надо больше, значит, будет больше. Надо всех мотивировать. Вот мотивируем таким способом. Значит, российское командование, как мы теперь знаем из опыта, вернее, интервью, да, этого заместителя, стал вопрос о создании отдельного училища, о создании профильных факультетов в других училищах, что, оказывается, с 1 сентября уже работает такой факультет в Московском общевойсковом командном училище. Это еще не специализированный, только факультет в рамках одного училища, а еще отдельное будет свое училище. Что самый Штуганов, кто он такой вообще? Это потому что пока единственное имя нам известно. Да, которое мы знаем, да. Это десантник, молодой мужик, ну, он фактически выдвиженец СВО. То есть СВО, оно, конечно, вот социальные элиты это включило. То есть он начинал в совсем другом звании, как я понимаю, в командовании батальона, а сейчас вот уже дошел за такой короткий период, полковник уже и так далее. Герой России. Герой России, да, он имеет ранения, одно из них, если я не ошибаюсь, тяжелое. Однозначно выходец из вот этой странной беспилотной среды. Как туда люди попадали? Сбору по сосенке, бог знает откуда. Лишь бы ты имел что-то техническое, какое-то навыки, образование, может быть, имел представление о том, что вот эти замашинки жужжащие и там беспилотные самолетного типа системы и так далее. В принципе, это все то же самое, что в украинской армии. Комплектация была. Сейчас это необходимо превратить в систему. Единые планы учебы, создание органов военного управления по всей России и так далее. То есть, но мы знаем теперь уже там даже кое-какие названия частей. Одна из таких частей была представлена на параде 9 мая беспилотных систем. И, в общем, это задача гораздо более сложная поставлена, чем поставило себе командование Украины. Гораздо более сложно. И главное, вот я там, я не иронизировал, но, в общем, критиковал, что, сказать, у нас все это с задержкой происходит в России, что российская армия, без сомнения, отстает в организационном плане от украинской. Фора 1,5 года, очень серьезно все. Вот, но... В общем, как подспудно-то я тут придерживался мнения, что вот этот опыт украинский – это первый опыт. Первый опыт. Они первые это делали и шли не проторенной дорогой. Для российского командования при организации совершенно нового, невиданного ранее рода войск важно было избежать тех ошибок, которые, очевидно, проистекали из практики украинского командования. Это было видно. Судя по всему, учли. Очень такой обнадеживающий для военных факт сама фигура этого нового заместителя. То есть человек молодой. И посмотрим, кто будет командующим. Почему командующего не объявляют? Не знаю, странно, да, но... Если окажется, что это убеленный сединами генерал из совершенно другой области накануне отставки, это все, это беда. Это беда. Это должен быть человек, прям выходец из этой беспилотной среды, очень специфической среды, очень специфической, которую практически неоткуда взять. Секундочку, а что если как раз-таки его заместитель и будет такой человек, который будет как бы его... техническим директором, грубо говоря. А гендиректор – это человек, который обладает более всеобъемлющими знаниями военного дела. Я думал об этом. Да, такое возможно. И еще хотел сделать замечание по поводу организации военного дела, изменения в армии и так далее. Мы обсуждали привлечение резервистов для защиты инфраструктурных объектов. В первую очередь нефтяных. Да. Путин подписал на этой неделе, поскольку у нас отчетная неделя, указ о том, как будет финансироваться военный на территории России. И эти изменения вполне можно использовать для повышения зарплаты резервистам, у которых сейчас мизерная, нищенская оплата. Да? Конечно, у человека, который идет просто, так сказать, уже на сменной основе,
расчетам зенитной установки и будет постоянно стрелять по этим беспилотникам, да, конечно, зарплату он должен получать уж какую-то более или менее адекватную. Такой вопрос у меня. Вот уже 3,5 года продолжаются боевые действия, и вводились санкции на протяжении всех этих 3,5 лет. Последние санкции, как нам объясняют, наиболее значимые, потому что они введены против Лукойла и Роснефти, и это должно сильно сказаться на кошельке России. Плюс параллельно там происходят переговоры с Индией, которая должна отказаться от покупок российской нефти, возможно, с Китаем. Ну, да, мы не знаем, как это все вот происходит. эти все телодвижения на этой неделе прям отчетливо. Да. Это часть военных действий. Это часть стратегии Соединенных Штатов и так называемого Украинского альянса, то есть Украины и ее союзников, в противодействии России в ходе военного конфликта, вооруженного конфликта. Абсолютно это военные действия. Как ты не крути, что-то не называй, почему. Вот мы совершенно четко видим, что вот это усиление кампании вооруженных сил Украины по бомбардировке нефтяных объектов в глубине России, в том числе портов, там нефтяных и так далее, не только заводов нефтеперерабатывающих, да, совпало одновременно с вот этими подготовкой в глубине, в недрах там трамповской администрации и, наконец, обнародование вот этой нового санкционного действия, да, против Лукойла и Роснефти. И это все совокупности. То есть Украина бомбит нефтянку в глубине, Трамп останавливает нефтянку на выходе в торговлю. Так и было, собственно, после провала переговоров на Аляске, так и как бы объясняется это все. Да, но это просто разворот. Да, это военные действия, согласованные. Военные действия? Это дипломатические. Дипломатические, экономические. Хочешь, не хочешь, это часть всего. Да, часть. Это политика. Это часть вот этой вот специальной военной операции, вот часть, которую Соединенные Штаты, как союзник Украины, предприняли. То есть это действие согласованный, единый план. Абсолютно точно. Поэтому Путин не воспринимает любого американского президента как противника в этой деле, а не как партнера, который вроде там с тобой переговоры ведет, нейтральный человек. Никакой не нейтральный. Самый настоящий вот для Путина это противник. Вот, поэтому, да, это стратегия, которая... Мы посмотрим, даст ли она результаты. Есть ведь вещи, которые не очевидны, но... Они не очевидны тем, кто их принимает, но приходят они к другим последствиям, совсем тем, на которые не ставили. Например, в ответ на бомбардировки НПЗ Россия начала бомбардировку, в том числе газовой инфраструктуры Украины. Наносятся удары по месторождениям Полтавской и Харьковской области, по системе перекачки газов, там много что. До января месяца прошлого действовал договор по перекачке российского газа на Запад через территорию Украины, невзирая на военные действия. Украина получала за транспортировку на своей территории деньги, говорила, что нам это не надо, вот агрессор, он не должен получать деньги вообще никакие, мы отказываемся от своей доли за транспортировку, лишь бы Россия не получала денег за газ вообще в принципе. Было принято такое, с моей точки зрения, эмоциональное решение, потому что стратегически это была катастрофическая ошибка. Катастрофическая. Дело в том, что российский газ в украинской трубе – это заложник. Он защищал украинскую газотранспортную систему. Если бы они не расторгли этот договор, а пролонгировали его, не было бы бомбежа газовой инфраструктуры, и гарантированно они бы получили сейчас теплую зиму. Такие вот неочевидные вещи, вот, если немножко дальше подумать, чем закончится, ну все, ты снял, так сказать, последние ограничения этим самым. Ничего страшного, что через украинскую территорию идет российский газ, если этот газ защищает
Украину. Конечно, так же точно, как и американцы, которые хотят внедрить свои экономические интересы на Украину, ну, в частности, там, по недрам договора, да, которые, по идее, должны вовлечь и Россию, в том числе, да. Об этом же, в том числе, и переговоры были, когда Путин предлагал свои какие-то интересы на востоке Украины, в частности, там, получение энергии. Все это должно, как бы, экономические интересы должны превалировать над... Вот мы с тобой обсуждали атомные подводные танкеры, этот липовый туннель под этим самым, что там возить. Но это все-таки все в одну сторону направлено. На создание взаимных интересов, которые не позволят разорвать отношения. Да? Здесь прямая защита. То есть, газ... Он был заложником. Заложника нет. Можно бомбить. Все. Вот это просто стратегический просчет. Это говорит, что не шибко умные люди принимали решение такое. Вот. Про стратегию на сегодня все. Космос. Тема, к которой ты периодически возвращаешься. Ты недавно рассказывал снова о «Золотом куполе», программе ПРО, которую администрация Трампа разрабатывает. Космическая, естественно. Говорил о европейском космосе, о Галилео, о том, как Европа в качестве догоняющего все равно является крупным игроком в космическом... В космосе. Соревнования. Да, в космической гонке. Да. Вот. А что Китай? Значит, конечно, тема настолько обширная, что невозможно ее в рамках одного выпуска осветить. Вот я имею в виду китайская космическая программа, да. Но здесь я бы хотел остановиться на частном вопросе, очень интересном, который перекликается с предыдущим вопросом стратегическим о том, что есть вещи, которые связывают страны, как вот газопровод. Развиваются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, страны развивают военный космос, с другой стороны, гражданский космос. Вроде бы как они частично пересекаются там внутри, на самом деле не очень. Но тем не менее, вот Илон Маск показывает, что его систему Starlink можно использовать для управления гигантской армией. Ну, не гигантской, но большой очень армией современной, да, украинской. Европа развивала военный космос так, не очень. До последнего времени Федеративная Республика Германия вносила на развитие военного космоса в общую копилку 200 миллионов евро в год. Небольшая сумма, на самом деле. Да? У них есть свои космические программы, серьезные, я о них рассказывал. Это не только Галилео, это и строительство зашифрованной системы квантовой связи и так далее. Там много чего есть. И разведывательная программа спутников разведки, много чего еще. Немного. И вдруг в конце сентября на специализированной конференции космической министр обороны Германии Писториус объявляет, что в ближайшие годы ФРГ на собственные космические программы, не европейские, а немецкие, выделяет 41 миллиард евро. 200 миллионов в год и 41 миллиард евро. Представляешь, какой скачок гигантский. Милитаризация Германии, создание собственной инфраструктуры, не оглядываясь даже уже на Европу. Все, мы сами хотим строить, мы устали от этого согласования европейской бюрократии, там, вот начинаем строить. Это, конечно, сразу же аналитики посмотрели, что происходит, и выяснилось, что 3 крупнейших европейских космических концерна – это Airbus, итальянская, очень сильная, кстати, про нее мало говорят, очень сильная космическая компания Leonardo, и Thales Alenia, французская, ну, она международная, но там французский капитал превалирует. Вот. Все свои космические подразделения договорились объединить в одно. И об этом тоже объявлено вот только что. С 27 года будет действовать единое подразделение 3 крупнейших концернов аэрокосмических, как единый концерн. Будет развивать совместно европейские военные спутники, системы выведения, ну, космические корабли, ракеты, тоже локаторы, там много чего еще.
И еще плюс к этому ФРГ своя отдельная национальная программа. Европа строит военный космос отдельный, причем очень серьезно. Обоснование. Почему эти 3 компании, крупнейшие мировые концерны, вдруг решили объединить космос, сделать общим для себя военный? Но они не только военные, общий. Вообще, в принципе, космическое подразделение. Прямо внизу там строчка в конце. Для усиления возможности конкуренции с американскими космическими концернами. То есть не Россия для них конкурент. Но это несомненно. И даже не Китай. Америка. Так а что Китай-то? Америка. И вдруг выясняется, что последние полгода минимум китайцы на всевозможных конференциях международных развивают идею, и это в китайской прессе обсуждается, в том числе англоязычной китайской прессе, которая на английском языке выходит, китайские газеты, обсуждают такую идею. Они посчитали, поскольку все государства стремятся, самые крупные, развивать свои спутниковые системы, как Starlink, их сейчас уже больше 5, и плюс 2 китайских еще. И каждый хочет там десятки тысяч иметь. Это все приводит к тому, что на низкоопорной орбите, то есть на низких орбитах, скапливается гигантское количество, будет скоплено в дальнейшем гигантское количество спутников, которые начнут и мешать друг другу. Да. Не только сталкиваться, но еще и их излучение, радиоизлучение будет мешать друг другу. Высчитали безопасное расстояние. Не менее 50 километров спутник от спутника. Посчитали, и получилось, что общая группировка земная всех концернов и стран между собой не более 175 тысяч спутников. Вот, знаете, сказать. А их уже сейчас у Илона Маска запланировано 12 тысяч, только у одного. То есть страны могут заполнить. Немыслимое количество спутников. Но они, оказывается, очень быстро могут заполнить это все. И тут китайцы сказали, во-первых, это будет неэффективно, потому что каждая страна строит свою отдельную систему, которая дублирует все функции соседней системы. Это конкуренция, но полный дубляж. И у них родилась абсолютно логичная система, вовсе не китайская, а мировая, бизнесовая, но китайцы первые об этом заговорили. Давайте построим роуминг. Каждая страна будет иметь какой-то набор своих национальных спутниковую группировку, но не очень большую, не такую, как сейчас. Зато они будут мощные, проверенные, все. Ведь сам-то сигнал, если он по общему протоколу распространяется между спутниками, вполне может гулять и от американского к китайскому, от китайского к индийскому и так далее. Тут разве что теперь вопрос в технологиях защиты данных. Защиты данных и совместного протокола. А самое главное – доверие. И тут вот всплывает эта проблема российского газопровода через украинскую систему. Такой роуминг, который резко удешевит мировую космонавтику, ее повысит очень сильно ее надежность. И так далее. Все, каждая страна будет отвечать за гораздо меньшее количество спутников на орбите. Да. Такая система может быть включена только если страны доверяют друг другу. Но не то, чтобы очень дружат, но хотя бы воевать не собираются. Но это полная противоположность того, что происходит в мире. Потому Когда что сейчас мир сегментизируется, разрываются международные договоры, идея военных союзов, как НАТО, все менее надежная становится. Да, например, то, что сейчас Трамп вытворяет с Китаем и с Индией, это прямо противоположная ситуация. Абсолютно. Да, и эти спутники могут быть устроены совершенно по-разному. Железо может быть разное, но только сигнал и протокол обмена должен быть в единых стандартах. Это осуществимо. Но тогда народы должны прекратить войны. Так значит, неосуществимо. А если осуществится? Ведь они тогда скажут: послушай, у нас получилось это, может, мы и на Марс совместно полетим тогда. Маятник от этого разобщения опять качнется в сторону того, что называли американцы, Запад называл глобализацией,
да, то есть в обратную сторону, но уже на новом уровне, с учетом интересов новых участников глобализации, Китай, Индия, так далее. Ведь глобализация это она была для кого? Для стран первого мира. Да, для стран первого мира. А сейчас туда должны включиться Индонезия какая-нибудь там, вот таким вот образом, да. Если глобализация опять начнется, но уже на новом витке развития технологий и цивилизации. В многополярном мире. Да, возникнут связи, которые будут тормозить военные поползновения вот эти вот, как те самые газопроводы. Вот на такой обнадеживающей ноте мы заканчиваем. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Спасибо вам. Как всегда, агитирую тех, кто еще не подписался на нашем аккаунте в Телеграме. Приходите за актуальными комментариями. И подписывайтесь на Бусти. Всем пока. До свидания.